Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и сегодня у нас вторая часть истории с заказом бинокля у продавца-мошенника. Поехали! Прежде чем мы начнем, друзья, напомним, что на нашем канале вы найдете огромное количество видеороликов на тему оптической техники. Это в первую очередь обзоры отдельных инструментов, биноклей, монокуляров, зрительных труб, телескопов и микроскопов, а также общеинформационные видео на тему астрономии и микроскопии. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых роликов на нашем канале. Кроме того, не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине observer-msk.ru. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну и опять же в описании вы найдете ссылку на наш Instagram-аккаунт. Переходите и подписывайтесь, там достаточно большое количество интереснейших постов, я думаю, вы не пожалеете. Как вы помните, в одном из наших предыдущих роликов мы решили заказать фейковый бинокль у продавца-мошенника, а именно якобы оригинальный американский бинокль марки ATN с функцией видеозаписи. И все это, друзья, нам обещали за 2499 рублей. Для начала хотелось бы рассказать о процессе прихода посылки и сопровождении нашего заказа менеджерами данного магазина мошенника. Нужно отметить, что на обработку клиента они тратят действительно очень много сил и энергии, которую в случае, если бы они направляли в созидательное русло, я думаю, они могли бы использовать с гораздо большей пользой и в принципе не заниматься мошеннической деятельностью, которой они занимаются. Начнем с того, что по прошествии около 10 дней, как нам и обещали с момента заказа нашего бинокля, он пришел в почтовое отделение, и тут же посыпались различные уведомления во все возможные мессенджеры. Я получил и смс-уведомление о том, что посылка прибыла на почту, аналогичное уведомление пришло и в WhatsApp, и ВКонтакте. Кроме того, мне стали звонить различные боты с разных московских номеров и также уведомлять о том, что я должен забрать посылку. К сожалению, забрать посылку сразу я не имел возможности по некоторым обстоятельствам и сделал это где-то спустя неделю. За это время мне помимо ботов стали звонить реальные живые операторы, а также сменился тон поступающих сообщений во все мессенджеры, в которых говорилось о том, что в случае незабора заказа я буду обязан выплатить какие-то штрафы. Конечно же, все подобные угрозы имеют мало общего с реальностью. Дело в том, что никакие договора с данной компанией мы не подписывали ни в бумажном, ни в электронном виде, мы просто оформили заказ через звонок оператору. И это еще одна форма уловки для того, чтобы потенциальный покупатель поскорее забрал свой заказ и не успел понять, что его где-то обманывают. Что касается звонков, то это еще одна форма давления, с помощью которой мошенники вынуждают вас как можно скорее забрать посылку. Дело в том, что звонки от ботов начинаются с самого раннего утра, примерно с 9 часов, и продолжаются каждые полчаса-час до тех пор, пока вы не ответите. Причем такие звонки не прекращаются даже в выходные дни, что, конечно же, сильно давит на вас. Давайте послушаем пример звонка от бота и от живого оператора. Ваш заказ уже 6 дней ждет вас на почте. Вы обещали забрать заказ вовремя, но до сих пор не забрали, тем самым нарушаете устный договор, который заключили при оформлении заказа. Надеемся на вашу порядочность. Заберите посылку в ближайшее время, и мы пришлем ссылку с персональными скидками. Ссылка прибыла, сегодня лежит, 5-й день дня, вам удобно будет забрать ее? Я вообще планировал сегодня вечером ее забрать. Подскажите мне. Хорошо, вас будет ожидать. Да. Можете уточнить, у меня просто там у почты изменился график работы, вообще до 9 отделений всегда работал, теперь до 8. Я просто... Да, у меня отображается до 8. Я постараюсь сегодня, но я просто не знаю, у меня как бы ВКонтакте там тоже оповещение приходит, написано, что там какие-то штрафные санкции начнутся, что-то такое. Вы не подскажете? За них я не знаю, за них у меня ничего не отображается срок хранения вашей посылки еще 10 дней. Без всяких штрафных там. И работает почта до 9 утра до 8 вечера в субботу, короткий день, до 5 работает почта. А вы вас будут ожидать на почте? Нет, я сотрудник интернет-магазина. Меня зовут Александр, я оператор. Ага.
Понял. Вся информация у меня отображается на экране, я вам ее продиктовал, вас будет ожидать. Всего доброго. Да, спасибо. Кстати, друзья, несмотря на то, что оператор уверил, что никакие пени и штрафы мне не будут начисляться в случае незабора продукции в ближайшие дни, сообщения в мессенджерах все равно продолжали транслировать обратное. В конечном итоге мы наконец-то собрались и пошли забирать посылку в отделение почты. Давайте посмотрим, как это было. Здравствуйте. Мне получить посылку? Она у вас с оплатой? Да. Оплата наличными или по карте? Наличными. Скажите, я могу перед получением и оплатой проверить? Нет? Спасибо. Да? А у вас уже были какие-то случаи с этим магазином? Много, Да, действительно? Наполнитель для кошачьих туалетов много всего. Я понял, спасибо. А вообще в целом, ну если наложенным платежом отправлять, насколько я знаю, есть возможность, да, сделать так, чтобы с проверкой за доп. Оплату, нет? Отправите. А что заказываете? Бинокль заказываю. Там может быть будет бинокль, но будете вы заказывали. Ну, Там и зеркала, и все там. мы на самом деле с тем расчетом и заказывали, чтобы посмотреть, что там в итоге придет. Скрывать нельзя. Они обязательно. Угу. У вас по карте же можно, да? Просто наличными у меня 2500, потому что вроде говорили, что 2499. 2900. Если там что-то не то, вернуть через вашу полицию. Я понял, спасибо. По всей видимости, данные мошенники реализуют не только поддельные бинокли, но еще широкий круг различных товаров. Даже сотрудница отделения Почты России нас предупредила о том, что эту посылку не стоит выкупать. Этот магазин является мошенническим, что говорит о достаточно больших масштабах их деятельности. Кроме того, друзья, имейте в виду, опять-таки нам подтвердила эта сотрудница почты, что проверить посылку до ее оплаты и получения вы не можете, так как продавец отправил ее без описи. Напомним, что подобные мошеннические магазины всегда будут уверять вас обратном, что вы сможете проверить посылку перед получением, в случае чего отказаться, но, конечно же, это не так. Будьте бдительны, и если что-то в заказе из подобного магазина вас настораживает, лучше отказаться от получения товара. И не забудем упомянуть еще один важный момент. Как уверяла нас оператор в момент оформления заказа, вместе с доставкой стоимость нашей посылки составит 2499 рублей. Однако по факту она составила на 500 рублей дороже. Плюс еще мы оплатили комиссию почты за оформление наложенного платежа. Итого в сумме мы потратили даже более 3000 рублей. Итак, друзья, мы получили нашу посылку. Давайте посмотрим, что же ждало нас в коробке. Как и ожидалось, друзья, вскрыв упаковку с посылкой, мы, конечно же, не увидели американского бинокля ATN с функцией цифровой записи изображения. Все, что мы увидели, это два пакета с солью. Они вкладываются для того, чтобы посылка приобрела необходимый вес и объем, и у заказчика не возникло подозрения о том, что его обманывают. Ну и внутри вот такой вот, друзья, обычный простейший китайский бинокль с параметрами, судя по маркировке, 12×30. Написано, что бинокль этот называется поиск. Кстати, написано по-русски. Конечно же, ничего общего с американским биноклем ATN в нем нет. Данный бинокль мы сейчас рассмотрим поподробнее, потестируем его и посмотрим, что же за чудо к нам пришло. Ну и расскажем еще немножко о получении посылки. Отправителем, судя по наклейке на упаковке, является некая компания ООО «Вариант» из Люберец. Однако в чеке, который нам выдала сотрудница почтового отделения, в качестве получателя платежа указана другая компания ООО «ПИМ Почта». ПИМ Почта, или если расшифровать помощь интернет-магазинам в скобках почта, это компания-прокладка, которая занимается именно приемом платежей от покупателей и дальнейшей передачей денежных средств уже мошенническим сайтам. В интернете вы найдете достаточно большое количество различных отзывов о данной организации. Но что самое интересное, непосредственно на их сайте висит баннер о том, что они не несут никакой ответственности за ваши заказы. Они только принимают платежи и передают
передают деньги далее компании, которая, собственно, и выслала вам данный товар. Более того, на сайте компании Пимпочта есть возможность отправить заявку на возврат денежных средств в случае, если вы столкнулись с мошенничеством. Кстати, друзья, если вы попробуете позвонить по тем номерам, от которых вам осуществлялись звонки от лица интернет-магазина, где был размещен заказ, то они окажутся недоступны. Эти номера работают только на исходящие звонки. Таким образом, дозвониться до оператора можно лишь таким же способом, как мы и оформляли заказ, то есть оставить заявку в форме обратной связи и дождаться звонка. После того, как вы начнете обсуждать с оператором возможность возврата и ругаться насчет того, что вам пришел не тот товар, который вы заказывали, вас просто отключат и внесут в черный список. И далее при попытке опять-таки оформления обратных звонков никто перезванивать вам уже не будет. Алло. Здравствуйте. Да, добрый день. Меня зовут Дмитрий, я представитель интернет-магазина «Охотник». Оставляли заказ на цифровой охотничий бинокль АТН. Да, все верно. Так, хорошо. Ну, давайте вкратце расскажем послом акции по прибору. На минуту займет. Я у вас хотел уточнить, эти приборы, они у вас вообще в наличии еще остались? Ну, еще есть наличие до 15 числа идет акция. Я вас понял. У меня такой вопрос. Я уже оформлял заказ на этот прибор. Вот, мне пришел бинокль, но он как бы не такой совсем, как я заказывал. Таким образом, все заверения мошенников о том, что, во-первых, вы сможете проверить посылку перед получением и оплатой, во-вторых, вы сможете в случае, если вам что-то не понравится, сделать возврат товара в течение 14 дней, является ложью. Поэтому, если вы наткнулись в интернете на чересчур привлекательное предложение о покупке оптики или любого другого товара, друзья, 100 раз подумайте, перепроверьте информацию, и только после этого, если вы уверены, что заинтересовавший вас продавец не является мошенником, оформляйте заказ. Во всех остальных случаях лучше воздержаться и сохранить свои деньги и нервы. Давайте же, друзья, посмотрим поподробнее на тот бинокль, который мы получили вместо американского бинокля АТН. А получили мы простой, компактный, дешевый бинокль с призмами RUF и очень посредственным качеством. Во-первых, хотелось бы отметить весьма посредственную сборку. Отовсюду торчит клей, герметик, некоторые резиновые элементы просто отходят от корпуса. Сам, кстати, корпус выполнен из пластика, а центральный мост из силумина. Несмотря на то, что на корпусе данной модели указаны параметры 12×30, при проверке оказывается, что диаметр его объектива составляет не 30, а 25 мм. Таким образом, мы получаем двойной обман. Мы получили не тот бинокль, который мы заказывали, а даже то, что нам пришло, все равно не соответствует тем параметрам, которые указаны на корпусе этого прибора. Увеличение при этом при замере выходного зрачка действительно составляет около 12 крат. При тестировании этого чуда мы видим, какую замечательную в кавычках картинку он выдает. Резким является только самая центральная часть изображения, вся остальная площадь зрения размыта. Кроме того, мы имеем дело со сферической и хроматической аберрацией, а также многими другими искажениями. Наблюдать в подобный бинокль весьма неприятно. Что ж, друзья, как мы с вами убедились, нам пришел совсем не тот бинокль, который мы заказывали, и мы попали на развод от откровенно мошеннического продавца. Еще раз, друзья, предупреждаем, прежде чем заказывать подобные бинокли, которые по определенным параметрам сразу же кажутся вам подозрительными, например, имеют слишком высокие характеристики и не представлены на официальном сайте производителя, имеют максимально недорогую стоимость, которая опять-таки не соответствует цене данных приборов у других официальных продавцов. Ну и в-третьих, если это покупка с лендинговой страницы, где никаких телефонов или других каналов связи не указано, это еще одна причина насторожиться и все досконально перепроверить. На нашем канале есть отдельное видео на тему фейковых биноклей, обязательно переходите по ссылке в углу экрана или в описании под видео, смотрите, я думаю, вам будет интересно. Ну а я надеюсь, что сегодняшний ролик вам был полезен и поможет вам избежать нежелательных покупок. Я надеюсь, вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Если у вас остались какие-то комментарии, свои истории о заказе фейкового бинокля или пожелания по тематикам будущих видео, все это обязательно оставляйте в комментариях, давайте общаться и делиться информацией. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине observer-msk.ru. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!